Друзья, привет! Мы снова на канале Баллады и рыбалки. Денис. Привет всем! Первый солнечный день, мы плывем на рыбалочку. Плывем пробовать карася на поплавочную удочку на заводь. Вот, у нас река после наводнения, причем после глобального наводнения где-то плюс 2 метра уровень воды. Как, в принципе, и во всей Украине. Да, как во всей Украине, потому что подзатопило так, что даже не ожидали. Взяли с собой кружки, взяли с собой выползка, поставим кружки и... А выползка, кстати, пакет с выползком забрали? С прикормкой там? Да, есть. Фу, пугать так не надо. Вот, и станем себе на поплавочную удочку в заводь. После того, как расставим кружочки. Смотрите, что будет дальше. Подписывайтесь обязательно. Лайкайте. Пускай нас там продвигают подальше немножко по просторам Ютуба. Лайк поставьте сейчас, пока мы плывем. Да. Будем благодарны. Вот, сейчас я вам покажу немножечко, какую красоту мы видим. Погода просто суперская. Сегодня штиль. Как для весны это отличный вариант. На улице солнце. Ну, переменная облачность, но тем не менее как бы достаточно солнечно. Вот, и мы выплыли на лодке, потому что подъехать под самое место ловли не представится возможным. Затопило поле, и мы просто не проедем. Вот если помните, летом вот это камыши, только они вот начинались вот где-то вот здесь, вот, а сейчас получается это все затоплено. Видите, Ну, вместе с берегом. Поймал. Вот да. И перемет сейчас идет у нас. Да. Тут было по колено. А сейчас, наверное, так. Ну, где-то 2,5-3 метра точно здесь есть. Видите, все пошло под воду. Вон. Блин, как классно, серьезно, первый раз вот на теплую погоду мы выходим на рыбалку. Вот место вообще стать, чтобы там на удочку вообще, да, просто огонь. Да, классное даже место. Глянь. Ну там да. Отличное место вообще. За травой. Но скорее всего мы тут будем просто дрова цеплять. Поэтому не уверен, что это отличный вариант. Или вот тут под деревом вообще тоже как бы местечко было бы зачетное. Смотрите. Вот здесь сейчас стоянка рыбы. Это я вам голову даю на отсечение, что просто отличная. Разлилась как вот, знаешь, вот чтобы летом так оставалось, было бы вообще огонь. Ну да. Просто зацените это все дело. Место, где мы спускались на воду, сидело, получается, 2 мужика с ребенком. Поймали карпика где-то на полкилограмма. Это наш карпик, которого мы запустили недавно. Это значит, что они прижились. Зацените эту красоту, просто зацените. Так, а где наше место, где мы хотим? Нам дальше, да. Сейчас будем пробовать переплыть вот этот беспредел. Видите, там импровизированная плотина образовалась. Это вообще по левую сторону надо будет проплывать. Да. Вот это когда было наводнение, все несло полностью с этими дровами. Теперь посмотрите, как это выглядит. Так, я, наверное, сейчас камеру положу, потому что мы будем переплывать зигзагами. И, скорее всего, не совсем просто. Смотрите, какая плотинка получилась. Мы вот вообще заплываем через кусты, потому что по-другому никак. Вот в том году было, ну вот,
ближе туда, к тому берегу, небольшая веточка. Вот сейчас вы видите, сколько понаносило. Целые бревна. Ну, а мы плывем дальше. Пробрались. Так, тема сегодняшней рыбалки — это мясные насадки, наживки точнее. Взяли с собой червяка красного, взяли с собой опарыша, взяли с собой выползка. И плывем в заводь, чтобы попасть на клев карасика или карпика, как получится. Заводь получается, ее весной затапливает, как правило, вот, а летом она высыхает. И исходя из погоды, я думаю, что сейчас как бы очень эффективно было бы как раз половить на заводях. Что мы сейчас и проверим. Каша сегодня у нас новый рецепт. Вот, ну вы знаете, что мы ловим на природные ингредиенты, мы не покупаем химию, хотя на самом деле иногда бывает и такое. Ячная крупа, сваренная такая, знаете, даже в липком состоянии, макуха, и до макухи добавлен криль. То есть по-хорошему сейчас, поскольку у нас идет ранняя весна, то работают больше белковые смеси. Вот так вот она выглядит, как глина. Это для прикормки. Да, это мы сделали для прикормки. Вот, и сейчас мы это все дело благополучно закормим. Так, ну давай сейчас будем ставить кружки. Тут? Чуть-чуть дальше. Вот мы сейчас заходим за поворот, это уже наше место для рыбалки. Вот, и сразу будем становиться, получается, на удочки. Так, ну начали ставить кружки. Я, как всегда, гребу, Игорь ставит. Зловеще это прозвучало как-то. Так, уже 4 у нас стоит. Раз, два, три, 4. Сколько у нас кружков, Игорь? Я думаю, на штук 7 поставим. Штук 7. А туда поплывем ловить карасиков в заводь. У нас большие ожидания на это место. Ну, как минимум, хотя бы не нулевые. Зацепился за лодку, один перевернулся. Сейчас будем переставлять. Видишь? С камышиной. Заплыли в камышу, так, кинули якорь. И сейчас я буду сюда кидать, а Игорь туда будет пробовать. Вон наши кружки. Вон вдалеке стоят 2. Вот один, еще один. И вот 3. Будем пробовать. Погода просто бимба. Посмотрите на это. Гляньте, солнышко. Яркое такое. Всем хорошей рыбалки. Пусть нам сегодня повезет с карасиком. Давно хотел на карася пойти. И вот сейчас как раз то время, когда надо идти. О, вот Игорь себе уже приспособление сделал. Это у нас, как он называется? Забыл. Кишня. Пешня. Пешня. Вот. Я на самом деле думал ее вместо якоря Да, использовать. вместо якоря думали. Получилось, что тут глубже, чем... Так, ребята, ну пробуем. Сейчас раскинем удочки. Где ты закормил, Игорь? Я закормил вот здесь и закормил вот здесь. Угу. Здесь закормили и здесь. Значит, я сюда кидаю, Игорь туда кидает. Ну, давайте, удочки раскручу. Так, ребята, я закинул на опарыша, то есть прикормили. Игорь тоже закинул. На опарыша это, да, ты закинул? Да, это на опарыша. Сейчас еще на червя пустим. И, ну и, в принципе, да.
Будем сидеть ждать. Так, положил удочку и буду ждать. Хочется перекусить немножко. Сейчас по бутербродику с Игорем съедим. Ну, ребята, ждем. Рыбка начала там подгуливать поверху. Сейчас, наверное, закину вторую удочку на червя. Вообще, погода бимба. Жабы тут устраивают танцы такие. И что-то большое вот там вот за спиной. Так бультыхнуло, мы аж испугались. Игорь говорит, что может сом гулять. Подклевывает что-то. Плывет. Красавица. Встречают нас. Рыбу нам гонят. Сюда. Наверное, уж какой-то, да, заплыл? Да, какой-то уж, наверное, заплыл или что-то такое. Это было мешок для мусора взять, но если побытовых. Да. Ну, мы лодку можем пробить так. Нормально так колбасит. Успокоились. Пошел кружок, видите, ребят? Что-то на нем уже сидит. Посредине. Сейчас мы собираемся. Немножко неудобно, конечно, но ничего не поделаешь. Погоня за кружком. Не знаю, что там сидит, он его, короче, очень хорошо погнало. Он уже там, видите, пошел. Да, конечно, это удочки все собирать. Ну, может, сейчас что-то придумаем, станем как-то по-другому. Вот туда где-то заплывем. Поворачиваем сразу сюда.
Но его, видишь, не перевернуло. Это что-то маленькое, скорее всего. Ну, либо поднялось и плывет вместе с ним просто. Либо там вообще уже ничего нет. Ну, не может так быть. Может, что не может. А, сорвало и на мелкой глубине был, ты имеешь в виду? Не в этом плане. Там то, что поклевка была, это факт, потому что Ну, напротив понятно. течения шпарило. Давай, плыви скорее. Так, ну мы сейчас пока что будем доставать. Да не, я передашь мне камеру. Да. Плыви тудой. Вот тудой плыви. Да, ветер поплыл. Не, Зацепило. этот просто вот так вот плавает туда-сюда. Держи. Сейчас. Опача. Пусто? Зараза. А червь есть. Поплыли ставить обратно. Опять сели. Закинули. Не зацепили мы на кружок, ребят. Где-то сошел, видно. Но что-то было не зубатое, потому что червь целый. Более того, он не покусанный, он просто стянутый из крючка был. Вот, а это уже хороший знак, потому что, скорее всего, это либо амур, либо карп был. Ну, возможно, карась, но, скорее всего, карп. Ну, пробуем дальше. Смотрим. Да. Думаю, что небольшой, потому что, ну, оно его просто потянуло, даже не перевернуло кружок. Смели, наверное, сбил его, и он поплыл по течению. Нет, то они гуляют так. Только один перевернутый. Перевернутый. Перевернутый? Да. Да ёпти-мопти. Ребята, аж подпрыгивает наш буёк. Выплывешь? Надеюсь, мы успеем. Не так, как в прошлый раз. Наверное, будем что-то думать с удочками. Я предлагаю в следующий раз вот туда заплыть до колоды, и там их можно оставлять спокойно. И мы будем видеть? Будем видеть, да. Или вот здесь вот встать, видишь? То же самое, тут нормальное место и проще стартовать. Вот, а пока что у нас перевертыш. Интересно, что же там? Ну, если там что-то и осталось, потому что он пару раз прыгнул так конкретно и все, и стоит на месте теперь. Давай сюда. И вообще не двигается теперь. Да он застыл просто. Да вон там, видишь, лянь камыш. А, Нет, так это течение. ветер. Это течение его так долбит. Я плываю с той стороны его, чтобы на тот не наплыть. Сейчас, Игорь. Да, мне кажется, что уже все, но Мне кажется, там есть. может быть. Да, похоже, что-то есть. Да, она против течения вообще стоит, смотри. Держи. Сейчас. Слушайте, это вторая поклевка уже. Держи. Держи. Пусто. Да зараза. Пусто. Ну, и червя одного нет. Два было? Да. Ну, что я могу сказать, ребят? Это мы вчастую проморгали поклевку. Ну, мы не могли так быстро стартовать. Удочки. Так, ну ладно, сейчас закинем еще раз.
Так, ребят, у нас вот снова перевертыш. Возможно. Опа, пошел. Смотри. Короче, я обнаружил, в чем проблема. Жало в крючках поржавевшее было. Я думаю, из-за этого идут сходы. Это уже третья поклевка. И на одном и том же месте почти, заметил? Ну, фактически, да. Видишь, оно от коряги здесь отходит. И... Мимо опять. Да собака такая дикая, что ж такое? Есть там что хоть? Червяк есть. Большой червяк для него может. Так, хорошо, ладно, сейчас переставим опять туда. Так, переехали с того места вот сюда. Решили по одной удочке, потому что не успеваем за кружками. Сходит постоянно. 3 поклевки и 3 мимо. 3 поклевки, 3 мимо, да. У Игоря течение. У меня нету. Ждем поклевку. Орел. Гляньте, какой красавчик. Ага. Что, мне кажется, он нас по улову сделает. Так, ребята, ну ищем выход из ситуации. Есть хлеб еще. Попробуем, может быть, на хлебушек еще половить. Чем не шутит. Все-таки река. Взяли кусочек толстого хлебушка. Вот так вот. Сильно не смякиваю. Мякиш прям не делал такой, но думаю пойдет. Классика. Да. У червя поклевочка была одна. Вот, и пока что... А вот сейчас будет на хлебушек поклевочка. Чувствует. Ну давай. Я, конечно, в это слабо верю. Рановато еще, но чем черт не шутит. Сейчас посмотрим. Мы через 15 минут собираемся На другое место. на другое место поплыть. Потому что кружки трижды отработали, но у нас есть поинтереснее место на кружки. Так, ну мы перебрались на старое место. Раскинули кружки. Так, ну поставили еще парочку удочек. На реке тишина. Ждать. Подергивает. Нет, он там дальше. Карпики попрыгивают. Угу. Да, опа. Есть? Есть. Подсак нужен? Я думаю, что да. Ну. Карп. Карп? Да. Вытянешь так. Ух ты, хорош.
Хорош. Ого, так он заглотнул. Без подсака. Ой-ой-ой, друже. Хорошо заглотнул. Ну такой. Почти килошка. Да не, килограмм нету. Грамм 700 максимум. Ну, где-то так. Это, Короче, ребята, вот смотрите, стрелки хреновые. Видите? пробили насквозь. Насквозь его. Где-то он, видно, жив остался. Вырвал, может. Не люди просто, блин. Да, выпускай. Да, пускай идет, малыш. Хотя он не выживет. Да выживет еще, как выживет. Пошел. Чего же ему не выжить? Вот он. Стоит. Красавчик. Ага. Так, ребята, ну, 5 поклевок у нас. 2 рыбины. 1 карп, грамм на 700. И окуня вытянули Да. на кружок, на червя. Вот. Вода очень высокая пока что еще, ну плюс 2 метра от обычного уровня. Вот. Нету практически отмели. То есть, ну, сейчас ранняя весна. Как правило, только начинает теплеть, она выходит на мель кормиться. Вот. Мели тут фактически нету вообще. То есть с берега кидаешь, сразу где-то 2 метра глубина идет. Вот. Ну, что имеем, то имеем. Да. В общем, это мы нашли одно из самых мелких мест. Плавали утром, мы видели немножечко туда дальше, на самую отмель. Ну, не было поклевок как таковых. Одна была, и то как бы она не до конца. Карась где-то отдыхает. Вот. Но сегодня первый только день, когда закончился дождь и началось солнце. Поэтому через пару дней попробуем. Только начинает прогреваться. До скорых встреч. Подписывайтесь. До скорых встреч. Подписывайтесь. Подписывайтесь, да. Ставьте лайк. Пока. Мы поехали домой. Счастливо.